Друзья, вот в который раз уже замечаю, чем круче название, тем проще блюдо. Вот, например, сегодня будем готовить классический крем-брюле. Кстати, шоколадный крем-брюле уже готовили? Ссылочка на него будет в описании. Переходите и смотрите, рецепт бомба. А сегодня у нас классический рецепт. И он должен получиться очень нежный, даже нежнее, чем тот шоколадный. Не зря авторство этого рецепта оспаривают Англия, Франция и Каталония. Рецепт простой, вкусный. Готовим! Наливаем сливки в кастрюлю, ставим на плиту и включаем. Заодно включаем духовку разогреваться до 110 градусов, нагрев вверх-вниз, и включаем чайник. Сливки доводим до кипения, время от времени помешивая. Пока у нас сливки разогреваются, отделяем желтки от белков. Белки можно использовать в другом рецепте или поэкспериментировать с ними. Я, например, сегодня попробую приготовить из них печенье. А желтки будем использовать для крем-брюле. Добавляем к желткам сахар, ванильный сахар или экстракт ванили, у кого что есть. И перемешиваем желтки с сахаром до однородности. Не взбиваем. Тем временем сливки нагрелись. Добавляем горячие сливки к желткам тонкой струйкой, постоянно перемешивая. Сильно венчиком не бултыхайте, чтобы не появлялись лишние пузырьки. Теперь эту смесь разливаем по порционным формам. У меня кокотницы по 200 мл каждая. Аккуратно переносим кокотницы в форму для запекания. И в эту форму наливаем кипяток, чтобы кокотницы были наполовину в воде. Аккуратно, чтобы ничего не расплескать, отправляем наши кокотницы в духовку. На приготовление этого крема уходит от часа до 1,5 часов. Все зависит от вашей духовки. У меня крем-брюле готовился 80 минут. Достаем кокотницы из духовки. Как видите, в серединке они еще живые. Это нормально. Даем крему-брюле полностью остыть на столе. И пока они остывают, можно поэкспериментировать с белками. Как я и говорил, я решил в этот раз попробовать рецепт печенья. И вы знаете, рецепт удался. Вот такое печенье получилось. Очень вкусное, очень ореховое. Я обязательно покажу вам этот рецепт, когда в следующий раз у меня останутся от приготовления белки. Тем временем крем-брюле остыл. Отправляем их в холодильник хотя бы на 2 часа. Можно даже оставить их на ночь. А когда будете подавать, насыпаем сверху тростниковый сахар. Насыпайте аккуратно, буквально в 1 слой. Вот так. И растапливаем при помощи горелки. Это, безусловно, уже красиво. Но еще можно украсить ягодами или фруктами. Я украшаю консервированной клубникой. Ну а теперь традиционно слушаем звук корочки. И, конечно, пробуем! Друзья, ну это очень вкусно. И несмотря на то, что это десерт, он не такой, чтобы и сладкий. Но, в принципе, более подробно нам, конечно же, расскажет Дина. Этот крем-брюле похож на облачко. Такое же легкое, такое же воздушное, такое же нежное. Нежнее нежного, я бы даже сказала. И теперь я прекрасно понимаю, почему так много споров вокруг него. Одним словом, прекрасное блюдо. Если хотите порадоваться сами и порадовать близких, готовьте его, и ваша цель будет достигнута. Так что, друзья, ну купите себе эту горелочку, пригодится в хозяйстве. И можете готовить тогда вот такое великолепное крем-брюле. Тем более, что стоит она копейки. Согласен. А я пока с вами прощаюсь, мы с вами прощаемся. До новых вкусных рецептов. Пока. Бай-бай. Бормикс.